Всем привет, с вами Анна Куц. Мы находимся в сердце моды в Милане, в Италии. И, на мой взгляд, это весомый повод, чтобы поговорить о стиле итальянок. Почему итальянские женщины, и мужчины, впрочем, тоже, известны всему миру своим безупречным стилем? Безупречен ли он? Давайте разберем основные особенности сегодня. Я прожила в Милане 2,5 года, обучалась в институте Марангони, это фэшн-вуз знаменитый на всю Италию, в котором учился Доменико Дольче, Франко Москина. Это все мои, коллеги. Шучу, конечно, но по факту я наблюдала 2,5 года за итальянцами. И сегодня в этом выпуске хочу поделиться моими наблюдениями, которые я сделала, и обсудить стиль итальянских женщин. Прежде чем мы приступим, я хочу сказать о том, что я приготовила для вас гайд по трендам на 2025 год. Я загрузила его в свой Telegram-бот, и вы можете по ссылке под этим видео перейти и скачать его, и использовать при подборе одежды для себя или при принятии решений о том, какую коллекцию создавать в вашем бренде одежды, если у вас есть бренд одежды, а таких людей здесь предостаточно, потому что это специфика моего канала. У меня недавно выстрелил формат Shorts на YouTube, где я выясняю у итальянцев, во что они одеты, сколько это стоит, и они с удовольствием рассказывают. По его мотивам сделан сегодняшний выпуск. Итак, первое, что хочется сказать об итальянках, помимо того, что они очень громкие, поэтому у нас может выпуск прерываться на помехи, но мы в Италии здесь очень-очень шумно, потому что люди шумные. Это их национальная особенность. И первый тезис, которого я хочу коснуться, имеет даже свой собственный термин на английском – effortless beauty. В дословном переводе это красота без особых усилий. Это, пожалуй, общая концепция, которую можно описать то, как одеваются итальянцы, потому что мой глобальный вывод заключается в том, что они гораздо более именно стильные, нежели модные. А это самое крутое, что может быть, потому что, как мы знаем, мода – это про тренды, мода – это проходящее, а стиль вечен, стиль вне времени. И он не для всех, но для итальянцев точно. Давайте сейчас на детали разберем, что именно входит в этот самый итальянский пресловутый стиль. Итак, первое, что делают итальянки, они всегда выбирают качественные материалы. К этому они очень-очень внимательно относятся, выбирают кашемир, шерсть, шелк, лен. И это, пожалуй, один из основных факторов того, как они подходят к подбору своего гардероба. И это очень правильно, потому что это всегда видно. Особенно это хорошо видно вживую. Если через видео это еще не так сильно передается, то вживую первое время я была просто ослеплена тем, что глаз цеплялся за что-то общее у них у всех, и я все пыталась определить, что же именно. И потом я поняла, что это высокое качество материалов, которые они выбирают. Качественные материалы, как мы знаем, стоят дорого. Кашемир, чистый шелк, чистый лен – это все дорогие материалы, из которых потом дорогие бренды делают дорогие вещи. При этом Италия – это далеко не самая богатая страна. И очень многие итальянцы, в частности, те, которые живут в Милане, имеют среднюю зарплату 1500 евро. Это мало для жизни в Милане. Реально мало. И из этого вытекают нюансы, что те, кто приехал с юга на заработки в Милан, снимают квартиры вчетвером, впятером, снимают комнату или койко-место, в общем, шерят, считают каждый евро. Возникает вопрос, как тогда получается, что они ходят в кашемирах по улицах и выглядят супер мега дорого. А у них есть свои собственные лайфхаки. Очень многие итальянцы покупают дорогую одежду на распродажах. То есть они знают даты, когда самые горячие распродажи. Они стараются туда первыми приехать, пока не разобрали ходовые размеры. Они знают точки, аутлеты. Они знают меркатоны, меркатини, где продаются качественные вещи на стоках. И их можно выкупить в несколько раз дешевле. Порой они берут свои вещи с 90% скидкой. Возвращаясь к тому, что многие итальянцы достаточно бережливые, они считают каждый евро. И если они решают приобрести какую-то серьезную, важную часть гардероба, например, шубу или костюм, или какой-нибудь суперкачественный шарф из кашемира, они подходят к выбору одежды как к инвестиции. То есть они откладывают деньги, они смотрят, где можно выгодно это купить, затем они тщательно выбирают, глядя на бирки, на производителя, на качество пошива. И только когда все эти факторы сошлись, они приобретают вещь, они могут даже на нее потратить прилично денег. То есть мы, когда брали на Монте-Наполеоне у итальянцев интервью, во что вы одеты, там было очень много действительно обеспеченных и даже богатых, и очень богатых людей, но были среди них и те, кто честно говорил, что на мне ничего нет дорогого, но сразу после этого они перечисляли достаточно недешевые бренды, как минимум премиум плюс сегмента, где вещи стоят 300, 400, 500 евро. Да, это не пальто от Лора Пьяна за 10 тысяч евро, но это все равно немало, да,
бренду, то есть не заказ на Wildberries, а они при этом начинали оправдываться, что вы, это ничего дорогого. Может быть, они скромничали, я не знаю. Может быть, Монте-Наполеон — это такая улица, где как бы некрасиво быть не в Лоро-Пьяно, но я несколько раз замечала именно вот такую реакцию. Второй пункт. Итальянцы любят миксовать. Они обожают миксовать, например, Зару и какую-нибудь дорогую сумочку и дорогой обвес на запястье от Cartier. Они могут копить на этот обвес на запястье от Cartier. Как мужчины копят на Rolex, итальянец может с абсолютно средней зарплатой, совершенно небогатый человек, всю жизнь он будет копить на Rolex, только чтобы у него на руке были вот эти вот котлы. Поэтому если девочки, вы приезжаете на поиски богатого иностранного итальянского жениха и встречаете итальянского мужчину в роликсах, и вам кажется, что это он, будьте осторожны, возможно, это не совсем ваша цель, потому что у них хорошие часы для мужчин — это вот must-have, то, на что они реально готовы копить и откладывать со своей зарплаты. Но вернемся к женщинам, итальянкам. У нас сегодня выпуск все-таки про них. Что любят итальянки, я уже сказала. Они считают очень-очень важным иметь дорогую сумку от люксового бренда. Они ее будут холить, лелеять, носить. Также важна ювелирка. Вот они носят Bulgari, Cartier, обожают бриллианты. При этом остальной лук может быть полностью из Zara, из H&M. Им абсолютно это окей. Они не парятся. И они одни из самых первых в Европе, кто перестал на эту тему париться. Несмотря на то, что итальянцы обожают понтоваться. Но понтуются они другим. Вот часами, ювелиркой, сумками, обувью. При этом у итальянцев считается хорошим тоном следить за трендами. Вот некоторые из вас жалуются, когда я вместо выпусков про бизнес, про создание бренда делаю выпуски про актуальные тренды будущих сезонов. А между тем, это важное веяние, потому что именно так наполняются магазины, именно так ты выглядишь актуально, в струе, и можно это использовать как для бизнеса, так и для произведения впечатления в повседневной жизни. Поэтому нет, дорогие друзья, не могу с вами согласиться, что следить за трендами — это плохая затея. Это очень даже хорошая затея, развивающая насмотренность, поэтому можете прямо сейчас посмотреть один из моих больших выпусков на эту тему. Я всегда подхожу очень серьезно к их созданию. Мы проделываем большую аналитику, большой ресерч, так что переходите, смотрите и попробуйте поменять на это свою точку зрения. Берите пример с итальянцев, у которых репутация, пожалуй, самых стильных вообще ребят в мире, и они очень любят следовать трендам. Поэтому если итальянка отправляется в Зару, чтобы выбрать себе там юбку и блузку за 20 евро, она постарается сделать так, чтобы эта юбка была хорошо сшита, материалы по возможности были использованы натуральные, а такие вещи можно найти в Заре. Я делала обзор на ассортимент Зары и показывала, какие вещи стоит выбирать, а какие не стоит. И также итальянка обязательно обратит внимание на то, чтобы вещь была в тренде. Например, трендового цвета бургундий или шоколад. Или она возьмет вещичку из кожзама, но это сделает на ее образе акцент, и все вместе будет смотреться очень круто. Движемся дальше. Поскольку я участвовала в неделях моды и в Милане, и в Париже, и много раз летом летала в Париж, смотрела внимательно по долгу службы, наблюдала, как дела обстоят с модой, очень сильно бросается в глаза разница в ассортименте на полках в магазинах. И это связано с различием во вкусах француженок и итальянок. В чем это различие? Француженки не любят логоманию. Они с меньшей долей вероятности выберут вещь, на которой крупными буквами написан бренд или логотип бренда издалека видно. Они такое не любят. Тем временем итальянки любят такое. Для них это не зашкварно. То есть они любят, чтобы сумка была вся забрендирована, чтобы прям вот было видно. Помните, мы говорили, что для них дорогая сумка — это важно, так если ты купил дорогую сумку, почему бы сразу об этом всем не объявить? Другое дело, что итальянки не одеваются с ног до головы в запринтованные костюмы от Gucci, как делают, например, приезжающие на шопинг в Милане туристы, включая азиатов, арабов, россиян. В общем, вы сами знаете, о чем я говорю. Все вот эти вот Gucci, Dolce Gabbana, это не то, как одеваются итальянцы. Они могут брякнуть брендами, но только в качестве акцента. Договорю немного про француженок, хотя выпуск не про них. Француженки не любят это вообще. У них есть общее с итальянцами, что они очень следят за качественными материалами, они тоже любят бренды, но они не любят логоманию, и поэтому даже ассортимент, который представляет один и тот же бренд, например, Yves Saint Laurent в Париже и в Милане, будет разный в магазине. Дальше, пожалуй, один из самых важных моментов. Итальянки и итальянцы очень сильны в стилизации. Они могут по часу, причем мужчины тоже, собираться перед зеркалом утром, подбирая, чтобы платочек подошел к носкам, чтобы тут был такой шарфик, чтобы он сочетался с какой-нибудь малюсенькой деталью на шляпе. Они любят головные уборы, перчатки, украшения, подбирать яркую акцентную бижутерию. Это, кстати, тоже отличие между француженками и итальянками. Француженки по бижутерии так вроде бы
не вдаряют, как итальянки, у которых могут быть вот такие массивные блестящие сережки, но это все тоже будет качественно, стильно, дорого. Поэтому я вам рекомендую подписаться на мой канал и посмотреть хотя бы несколько выпусков про те же самые тренды, так вы посмотрите и что актуально будет, и я всегда привожу примеры по вариантам стилизации. Хотя я не стилист, я предприниматель, который помогает запускать бренды одежды. Тут я тоже на момент остановлюсь, чтобы пригласить вас на мою коронную лекцию по созданию бренда одежды. Я занимаюсь этим уже 4,5 года, я запустила сотни брендов по России и за рубежом. Я знаю об этом все, поэтому если вы когда-либо мечтали о том, чтобы запустить свой бренд одежды, посмотрите сначала мою бесплатную лекцию, где я рассказываю 7 простых решений, которые помогут вам запустить свой собственный бренд одежды с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. Ссылка на лекцию под этим видео. Регистрируйтесь, приходите, я вас жду. И последнее, что мне нравится в стиле итальянок, и почему я до сих пор не переехала в Париж, например, жить, поживать, а нахожусь в Милане, потому что итальянки любят кич, прямо как я. Они обожают акцентные вещи, они этого не стесняются, у них нет такого понимания, что что-то можно, что-то нельзя, как мне иногда пишут в комментариях, и у меня это вызывает, честно говоря, грусть, потому что, когда я вижу, что женщина другой незнакомой женщине говорит: «Эй, ты что напялила эту белую шубу? Ты что себе позволяешь?» Это значит, что прежде всего человек не позволяет это сам себе. А мне хотелось бы, чтобы жизнь наша была свободной и яркой, и могла проявляться во всех красках. У итальянок вот именно такое мнение. Они так себя и ведут. Тут нет понятия «старая женщина», «старуха», или, как в России слышала неоднократно фразу, что женщина после 30 лет начинает пахнуть смертью. Это вообще трэш. Ну, то есть здесь, например, в 27 лет только университет заканчивают итальянцы. Дальше до 30 лет они только-только первые шаги по карьере делают. Потом, до 40 ты еще молодежь. Только потом там мужчины ближе к 45 лет задумываются о браке. Женщины, возможно, чуть пораньше, но никто никогда не становится старым. Они всегда молоды в душе. После 30, 40, 50, 60 у итальянцев всегда жизнь только начинается. И вы наверняка сами видели в интернетах кучу видео о том, как итальянские бабули, которые не бабули, а сеньоры, выходят в 11 утра с бокалом просекко, болтать со своими подружками в шубах, как моя, например. Итальянки могут спокойно в 60 лет ходить в мини-юбке. И мы даже обсуждали с моими подругами, что есть как будто бы какая-то корреляция, чем старше итальянка, чем ей больше лет, тем короче ее юбка. Они обожают большие вырезы, мини-юбки. Но за счет того, что они, еще раз, выбирают качественные материалы, умеют выбирать хороший крой, следовать трендам, сочетать одежду, делать многослойность, добавлять правильные акценты, детали. Это все никогда не выглядит вульгарно, а выглядит, круто. Просто круто. И именно поэтому они заимели репутацию этих самых стильных людей в мире. Ну что, как вам этот выпуск? Понравился ли вам такой формат? Напишите, пожалуйста, если понравился, я могу сделать аналогичный разбор про мужчин. Это тоже очень интересно. Там тоже есть на что полюбоваться точно. А я глубоко убеждена, что чем больше красоты и восхищения в нашей жизни, тем мы с вами счастливее. Поэтому я всем этим и делюсь. И в том числе поэтому, напоминаю, я приготовила для вас гайд по актуальным трендам 2025. Он загружен в мой Telegram-бот. Он бесплатный. Вы можете перейти в бот по ссылке под этим видео, скачать этот гайд, развить свою насмотренность, выбрать себе пару новых любимых вещей в гардероб, которые прослужат вам долго, которые будут качественные, как у итальянок, и вы будете обожать их всем сердцем. Ну а сейчас у меня на этом все. С вами была Анна Куц. Всего вам хорошего.